может быть лучше вот этой закуски? Берете хлеб, который вы сами испекли. Вот этот хлеб у меня на закваске, я сама его испекла. Кстати, все эти рецепты вы можете посмотреть на нашем канале. Вот так вот намазать на хлеб и наслаждаться вкусным хлебом, вкусным соусом. И пробуем. Райское наслаждение. Обязательно приготовьте и попробуйте. Вот эти 4 маленькие свеклы примерно весом 500 грамм. Вначале нам нужно их отварить. Вареную свеклу очистим от кожицы. Очищенную свеклу нам надо будет хорошенько измельчить. Для этого я всегда использую мой любимый кухонный комбайн. Добавляем сюда вот 3 средних зубчика чеснока. На это количество должно быть достаточно. И измельчаем. Пара минут и все готово. Теперь переносим эту смесь в большую посуду, в которой вы будете соус этот готовить. Сюда добавляем греческий йогурт. Если нет греческого йогурта, добавьте обычный натуральный йогурт. 250 миллилитров. Добавляем соль по вкусу. Также сюда очень подойдет черный перец, тоже по вкусу. Нам понадобится укроп. Укроп – это обязательный ингредиент к этому соусу. Вот такой маленький пучок укропа измельчим и добавим сюда же. Осталось добавить оливковое масло. Примерно 2 столовые ложки будет достаточно. Я вот так на глаз добавляю, потому что я очень люблю оливковое масло и лишнее никогда не будет. Осталось хорошенько все это перемешать, и чудесный соус будет готов. Если не хватает соли или перца, то добавьте и перемешайте опять. Обязательно приготовьте и попробуйте. Вы будете очень довольны. Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Готовьте свеклу и приносите пользу своему организму. На нашем канале много рецептов приготовления свеклы. Посмотрите, пожалуйста, ссылка будет в описании и в правом верхнем углу.